Приветствую всех посетителей канала Гаражный Бездельник. Сегодня буду менять на своей машинке свечи зажигания. А также посмотрим, как поживают замененные 5 месяцев назад прокладки клапанных крышек. Пробежала машинка после замены прокладок около 5-6 тысяч километров. Итак, Citroën Berlingo, мотор Ту-5, 109 лошадиных сил. Приступим. Чтобы добраться до свечей, нужно снять катушку зажигания. А сперва вот эту крышку. Снимаем электрический разъем, нажав на металлическую скобу и потянув вниз. Смотрим наличие масла из-под клапанных крышек. Все чисто. Видео о замене этих прокладок сейчас сделаю ссылочку в правом верхнем углу. А также сделаю ссылку в описании к видео. Все чисто. Масло нигде не сочится. То есть прошло 5 месяцев и где-то 5-6 тысяч километров. В свечных колодцах тоже сухо. В свечных колодцах почти сухо. В одном есть капля. Не знаю, критично это или нет. Напишите в комментариях, как вы считаете. Но это в разы меньше, чем было, когда я менял прокладки. Кто знает, напишите в комментариях, откуда взялась капля масла в колодце, так как из-под клапанной крышки абсолютно сухо, ничего не подтекает. То есть где-то еще есть место попадания масла в колодцы. Замену свечей рекомендуют проводить на остывшем двигателе. Это прежде всего обусловлено тем, что металлы при температуре расширяются. Нам нужен холодный металл. Менять буду без динамометрического ключа. В очередной раз торжественно обещаю себе купить динамометрический ключ, но пока, увы, будем менять без него и будем менять это максимально правильно. Прежде всего очистим колодцы от мусора, грязи, для того, чтобы ничего не попало нам на резьбу, а тем более в цилиндры. Можно это сделать обычным насосом или компрессором. Длинная голова на 15 нужна. Голова у меня обычная, не свечная, захвата там нет для свечей, поэтому достану магнитом. Светленькие, чистенькие. То же самое. Свечи, в принципе, все красивые, просто это плановая замена, так как они прошли 30 тысяч. На самом деле усилие затяжки здесь очень важно, и поэтому лучше всего это делать, конечно же, с динамометрическим ключом, с нужным моментом затяжки, но производитель допускает делать это и без ключа. Свидетельство этому то, что здесь подробная инструкция на свечке. Просто редко кто это читает. Здесь подробная инструкция, как это сделать без ключа. Если бы это было заводом недопустимо, я думаю, этих картинок бы не было. По картинке видно, что здесь
два варианта свечей НЖК. Есть с конусом вместо вот этого кольца и есть с кольцом. Разница немножко есть. Затяжки. Усилие затяжки на свечах очень важно тем, чтобы сжать вот это вот многослойное кольцо именно до нужных пределов. Вот видите, какая разница в толщине этих колец. А было-то оно такое же, как это. От этого очень сильно зависит теплоотдача этой свечи. А уж от теплоотдачи зависит правильность работы двигателя. То есть какая должна быть температура на свече. Рассчитана инженерами, такая и должна быть. Если мы сделали что-то не так, то есть свеча выше или глубже, то уже и теплоотдача будет другая. И работа двигателя будет совершенно другая. Ну и разрушением свечи грозит неправильная затяжка. А это уже тоже совсем другого порядка последствия. Свечи при установке важно не ронять, не стукать, чтобы изоляторы не лопнули, хрупкие части, да, и, соответственно, не изменился зазор. Еще нужно обязательно проверить затяжку наконечника. Если он будет слабо, искра будет не такая, как должна быть. Опять же, магнитом, чтобы не ударить свечку. Итак, первый этап затягиваем от руки. Все свечки закручиваются ровненько, резьба идет гладенько, и все, упираться дальше вам провернуть рукой не удается. Дальше смотрим, как на картинке. Свечи с кольцом должны довернуться на пол оборота или 2/3 оборота. То есть берем золотую середину, чуть больше, чем пол оборота. Было ключ на 3 часа, значит должен повернуться на 9 часов. Чуть больше полоборота. По идее все. Готово. Больше не надо. То есть мне уже точно стало понятно, что неправильная замена свечей грозит неправильной температурой прежде всего и риском аварийного выхода из строя свечей. Даже без аварийного выхода, а просто неправильная температура у нас грозит сокращением срока службы, конечно же, самих свечей, а во-вторых, со сокращением срока службы катушки зажигания. А потом все кричат: запчасти говно. Может быть, не запчасти говно, может быть, просто установка неправильная. Температура свечей будет другая, работа двигателя будет другая. И, конечно же, работа катушки будет нестандартная, нештатная, что сильно сократит ее срок службы. Собираем все обратно. Соединяем все разъемы.
На этом закончили. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал. Всем пока.